На речке. Мыслимо дело, инженер. Всю землю насквозь прорыт. Откуда золото взяться? Чтобы на Ардебаше тот золото мыл. Ну? А почему Харитон говорит, что на Ардебаше нет золота? А у нас с ним разные цели. Он намоет себе фунт золота и счастлив. А мне надо найти коренное месторождение, чтобы потом сюда пришли люди, построили рудники, чтобы не мыли золото, а добывали. Вот запиши 113-й. Угу. Арсен, да? Вот взгляните, в кварцах стал появляться пирит. А это уже что-то значит. Аркадий Николаевич. Я? Вот у нас мужики в деревне для себя стараются. А вы тоже для себя? Нет, Мить, я геолог. А если вы найдете золото, нечто себе ничего не оставите? Ничего. Для кого ж тогда стараетесь? Для России. Значит, для революции. Не для белых же. Аркадий Николаевич, а почему вы не ответили Мите? Будем рыть шурфы. Пиши, пучей сухой, шурф 27, проходка 12. Ну что, докопался до золота? Копай, копай, глубже копай. Заткнись. Все. В чем дело, кумарь? Все, 5 суток, 10, 20, да? Давайте отсижу. Я все что угодно сделаю, ну вот. Пересыпать из пустого в порожнее я не собираюсь. Вы будете пересыпать из пустого, как это вы сказали? Порожнее. Порожнее, пока мы найдем то, что нам поручено найти. Выполняйте. Ладно. Сколько суток дадите? Ты сам сказал. Что, 20? Зачем так много? За неверие в порученное нам дело, я думаю, можно добавить еще 5 суток. Да, не подпускают нас к себе Ардебаш. Не подпускают. Никого он не подпустит. Мы с отцом тоже ходили. Да все попусту. Может, и нет его тут золота вовсе. А? Сказки одни. Сказки говоришь? Сказки. Ну что, нашел? Да нет. Смотри, лучше здесь она упала. Кумарян, Что? поди сюда. Глянь. Эх, паря. Господи. Человек. Так в яме и помер. Позови инженера.
Товарищество абрикосов и сыновья. Пастила. Куманин, Ну, и ты мою утку подобрал. Че это там? да вот кто-то полную коробку камней до песку набрал. А ну покажи. Чуть у тебя руки дрожат. Ничего не дрожат. Коробка вот, для табаку сгодится. Ты вроде не курящий. Ну что тебе? Коробку жалко. Да на, держи. Погоди-ка, а может это золото, а? А банка? Ты что, никогда золотишко не видел? Не приходилось. А? Надо инженеру показать. Сейчас придет. Посмотри, что я нашел. Золото. Почитай, фунтика 3-4 будет. Вот оно значит, какое золото. Слышь, ты только инженеру не показывай. Найду у верного человека, всю жизнь как сыр в масле будешь кататься. Чего? На троих поделим. Дмитрий человек верный, не продаст. А ты мне фунтик отвесишь? Ну и ладно. Отвешу. Ты чего, Куманин? Ну, ты чё? Ты чё? Я тебе отвешу, Ты чё? Контров! Это я так шутейно. Шутейно. Ты только инженеру не говори. Вот она. Это золото Ардебаша. Убили? Если бы убили, тогда б золото не оставили. Может, шурф просочились газы, и он задохнулся? А может, у него сердце не выдержало от радости. А может быть, это и есть та самая Дарья? Из сказки. Хотели сократить путь и сбились. Вы могли бы нам показать на карте, где мы находимся? Здравствуйте, Алексей. Это вы? Да, я. Где же мой Агат? Не уберегла. Погиб? Его украли. Вот смотрите. Извините. Вот. Господи, куда же нас занесло? А вы можете накормить моих солдат? Мы уже 2 суток ничего не ели. Разумеется. Счастливые вы люди. Завидую я вам. Среди всей этой сумятицы вы заняты по-настоящему полезным делом. Боже мой, а ведь я мечтал стать врачом. Отец, мать, 2 брата. Но, к сожалению, семейные традиции оказались сильнее. Я из потомственной семьи военных. А это вечера в Гатчине. Под гитару. Ударить бы сейчас из винта по белякам. Понимаю вас. Когда надо будет, Дарья. Я к вам пишу случайно, правда, не знаю сам и для чего я потерял душ, это правда. И что скажу вам, и что скажу вам, и что скажу вам, ничего, что помню вас, но, Боже правый, вы это знаете давно, но вам, конечно, все равно. Безумно ждать любви заочной в наш век, где чувства лишь на срок, но я вас помню, да, и точно.
забыть, я вас забыть никак не мог. С людьми сближаюсь осторожно, забыл я пыл былых проказ, любовь, поэзию, но вас, забыть мне было невозможно, Я к вам пишу, случайно, не знаю сам, для чего я потерял это право? И что скажу и что скажу вам, и что скажу вам? ничего. Благодарю вас, товарищ Куманин. И от меня вам 15 суток гауптвахты. Вот. Ну хорошо, все 25. Счастливо! Передашь лично в руки. Езжай, Митя, езжай. Куда это вы отправляете Митю? В отряд к Федякину. Езжай. Простите, что за бумага? Приказ генерала Горского об уничтожении партизанского отряда. Откуда он у вас? Ну, Вы что, выкрали? Ну, конечно, выкрали. Так вот, к вашему сведению, я дал согласие Волжину возглавить поисковую экспедицию, а не шпионский отряд. ваша совесть, Аркадий Николаевич, чиста. Я посылаю Митю, а не вы. А вы мой помощник, и я отвечаю за вас не в меньшей степени, чем вы за меня. Езжай, Митя. Насколько я понимаю, нас послали сюда для поисков золота, а не для помощи партизанам. Я, дорогой Аркадий Николаевич, хочу, чтобы вы поняли одну, пожалуй, самую важную вещь. Найденное нами золото не будет иметь никакой ценности, если не победит дело революции. Не вижу ничего смешного. Вы не правы, Аркадий Николаевич. В России революция. Мы с вами находимся в районе военных действий. И товарищ Арсен поступает в строгом соответствии с революционной моралью, главным критерием которой является победа. Вы правы. Хотя, насколько я понимаю, вы иронизируете, господин Зимин, а? Ну что вы. Просто у вас своя логика, а у Аркадия Николаевича своя. А у вас? А у меня своя. Собственная. Да. Езжай, Митька. И возвращайся поскорее. И кроме всего прочего, вы подвергаете опасности жизнь этого мальчика. Я вас понимаю, но и вы меня поймите. Наша экспедиция не будет иметь никакого смысла, если победят белые. Ну, у нас разное понимание смысла, и я должен свернуть экспедицию. Во всяком случае, мы с дочерью уходим. Папа, подумай. А тут думать нечего, есть нравственные принципы, через которые я не могу переступить. Господа, разойдитесь, пожалуйста. Это Иван касается, разойдитесь. Пойдем, господа, вы бы лучше послушали. А я и слушать не желаю. Разрешите? Да-да. Я слушаю вас. Станислав Викентьевич, вы вчера подписали приказ о сдаче в солдаты 7 студентов, подозреваемых в политической деятельности. Подписал, и что же? Это безнравственно. И пока вы не измените своего приказа, я не переступлю порога института. Аркадий Николаевич, помилуйте. Эти 7 человек зараза, отравляющая весь институт. Каждый человек, Станислав Викентьевич, имеет право на свои нравственные принципы. И для меня эти студенты не являются преступниками до тех пор, пока это не доказано судом присяжных. Ваш приказ бесчеловечен. Хорошо.
Напишите мне, пожалуйста, о своем уходе. И если вас не затруднит, укажите мотивы. Честь имею. Честь имею. Я вспомнил. Вы похожи на одного моего студента. Его сдали в солдаты. Он тоже со своими товарищами пробовал сочетать занятия наукой с политической деятельностью. Ну, не знаю, что там выиграла политика, но наука проиграла. Ну что ж, вы кое-чему научились за это время и сможете продолжать экспедицию без меня. И почему стоишь? Собирайся. А мы с дочерью... Я никуда вас не отпущу, Аркадий Николаевич. То есть как-то не отпустите? Вот так. Вы что, снова меня арестуете? Или заставите работать под страхом оружия? Поступим иначе. Из экспедиции уйду я. Так, то есть, как? Как вы? Вы же представитель власти, и потому что вы скажете Волжину. Ну, Волжину я скажу, что вполне вам доверяю. Что вы человек слова и можете довести дело до конца. Нет, это ерунда какая-то. Ну как это вы уйдете? Да. У вас отвратительный характер, Арсен. Из вас вышел бы прекрасный геолог, если бы вы не занимались политикой. А я еще стану геологом с вашей помощью, Аркадий Николаевич. Если, конечно, мы продолжим нашу совместную работу и отнимем золото у Ардебаша. Да. Разрешите, господин? Прошу. Прапорщик Казанков с пакетом от генерала Горского. Давайте. Дегтярев, подождите-ка там. Слушаюсь. Взгляните, прапорщик. Ничего не понимаю. Не понимаете? Что это? Содержание приказа. Да-да, вот этого самого, который вручили вам в запечатанном виде. Я не вскрывал пакета, господин полковник. Не сомневаюсь. Но кто-то это сделал. И довольно аккуратно. Кто? Именно это меня интересует. Содержание секретного приказа становится известным партизанам. И вся наша операция... Скажите, прапорщик, почему вы так задержались? Я ждал вас 3-го дня. Мы сбились с пути. Сбились с пути. Пойдемте-ка. Прошу вас. Вам знаком этот мальчик? Да, я, кажется, где-то его видел. Где? Этот мальчик — проводник экспедиции Смелкова. Да не знаю никакой экспедиции. Я же говорил. Я к Никольной Земке ходил на охоту. Там и нашел в избе на полу. Прапорщик, вы не ошиблись? Нет. Мы заблудились у Ардебаша и провели ночь в лагере экспедиции. Заблудились. Казанков, вы предстанете перед судом военного трибунала
Сдайте-ка свое оружие. Дегтярев, Колганов, возьмете солдат, разыщите разведывательную группу большевиков, действующую под видом геологической экспедиции, и доставите их сюда. Ефрейтор покажет, где их искать. Слушаюсь, господин полковник. Ну что, нашли золото? Пока только запах. Ну какой запах? Я пойду аджику принесу. А я уже взяла, Арсен, спасибо. Я к обеду никогда не опаздываю. Привычка детства. Данама, данама, данама. Мулика упа, данама. Стоять, стоять. Арсен! Тася! Харитон! Харитон! Харитон, я тебе кричу, а ты не откликаешься. Чего ты там прячешь-то? Че под рубаху-то засунул? Покаж. Так, коробочка. Под ландрину. Покаж. Что покажешь? Что покажешь? Покажешь. А вот не покажу. Ну? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Господи, золото. Мое. Твое? Мое. Тебе Моё. хватит того, что ты у меня взял. Да тебе, Ефим, 3 раза вокруг пальца. Ай! Ой! А это... Отдай. Ну, отдай. Мою. Отдай. Отдай! Не трожь, а мое.
Не дрожь! Чего смотришь? Допусти. Ну, Митя, поди сюда. В том углу, где свалена сбруя. Лаз. Сдвинешь бревно под сеном, сам внизу. Слышь, ты тоже беги. Убьют и не посмотрят, что молоденький. Кушайте на здоровье. Побежишь? Нет, не могу. Ведь убьют тебя, расстреляют. Беги. Я присягу давал. Кому? Царю? Так нет его царя. Тебе этого не понять. Есть такое слово — честь. Ты его когда-нибудь слышал? Какая же это честь, когда они тебе за твою же верность и расстрелять хотят? Ну, значит, судьба. Не побежишь. И меня не пустишь. Беги. Митя, сюда. Ружье, мамаля. Найдите Федякина и передайте ему. Белый готовит окружение. Господи, спаси и помилуй. Арсен, нас затопило. Вижу, снимайте палатки! Может, обойдется, а? Не обойдется, гроза в горах. К вечеру все зальет. Отец! Вот, ребята, посмотрите, первый самородок Ардебаша! Вот! Он похож на большую грушу дюшес. Нет, на быка. На голову. Вот смотрите, один рог, а второй сломан. И два глаза, па! Так и назовем. Бычья голова! А где вы его нашли? Вот, сама природа создала бутару для промывки золота у самого берега. Ваше благородие, здесь не пройти, надо спускаться к реке. Царица Тамара. Mademoiselle est servie?
Ух ты! Какой прекрасный. О боже, Арсен! Откуда такое богатство? Моя мама сказала: Арсен, когда в твоей жизни будет самый счастливый день, ты откроешь эту бутылку и выпьешь эту чачу со своими лучшими друзьями. Дорогие друзья, последние пробы дали по ползолотника на лоток. 4 фунта на сажень. Даже если предположить, что это случайно, что золото окажется намного меньше, все равно это фантастика. Так что мои предположения сбываются. Ардебаш – это обширная, золотоносная зона. Поздравляю вас, господа. Булыжник. Такой булыжник мог бы обеспечить любого из нас надолго. А для меня, как для геолога, этот самородок имеет чисто научное значение. Не сомневаюсь. А вот для товарища Арсена он имеет другой смысл. Ему нужно найти золото, чтобы построить общество, в котором оно потеряет всякую цену. Опять иронизируете, Зимин? Ну что вы. Просто я не верю в подобное общество. В природе человека заложено нечто такое, что золото для него всегда останется золотом. Нет, решительно с вами не согласен. В человеческой природе есть начало творческое, созидательное, если хотите, высшее, которое поможет ему освободиться от своих низменных инстинктов. И тому есть примеры в истории. Джордано Бруно, например. Ну, Джордано Бруно, кто же станет спорить? Но нам-то с вами чаще приходится сталкиваться с такими людьми, как Силантий и Харитон. У нас есть и такие, как наш товарищ Куманин, который мог бы скрыть свою находку и тем самым обеспечить свое личное благополучие. Однако пролетарская совесть не позволила ему сделать это. Ну, конечно. Джордано Бруно был всего-навсего монахом, а наш товарищ Куманин – представитель победившего пролетариата. Иронизируйте, иронизируйте. За Куманина. Вы разрешите мне переодеться, поручик? Не возражаю, мадемуазель. Любопытствуете? Сова днем? Это Митька.
Вот мы и встретились, девочка. Тот самый замечательный человек, для которого интересы науки выше нашей политики. Не так ли, профессор? Как личность, так сказать, возвышенная, вы являетесь, конечно, ширмой для всей этой шайки. Кто же из вас главный? Главный кто? Я главный. Профессор не должен отвечать за мои поступки. Скажите, какое благородство. Поручик, пришлите сюда прапорщика Казанкова. Слушай. А вы, девочка, отойдите от них. И вы, профессор, тоже. Ефрейтор. Прапорщик Казанков явился по вашему приказанию. Почему вы, прапорщик, позволили мальчику бежать? Это была ночью, я спал. А почему вы сами не воспользовались возможностью побега? Я совершил преступление и буду за него отвечать. Я одобряю ваш поступок. Решение отдать вас под суд трибунала я отменяю. Возьмите 3 солдат и уведите этих людей. Простите, я не понял, господин полковник. Расстрелять. Я? Я должен их расстрелять? Разве я не ясно сказал? Вы, прапорщик Казанков. Это невозможно. Я не палач. Неужели вам, сыну офицера, я должен объяснять, что значит приказ? Приказ? Да, приказ. Выполняйте. Господин полковник, я целиком и полностью отвечаю за поступки моих подчиненных и готов разделить с ними их участь. Как вам будет угодно. Уведите ее. Кирилл! Кирилл! Папа! Тася! Ваше благородие, может здесь? Дальше. Тогда к руднику? Черт попутал. Всех под пулю подвел. Тебе не о чем жалеть, Куманин. Мы спасли много человеческих жизней. Если о чем я и жалею, так только о том, что погибнет Аркадий Николаевич, благороднейший человек. Сказать по чести, умирать нет никакого желания. А моя смерть ничего не изменит на этой земле. Высшей цели, как у вас, невеликой веры в светлое будущее, как у Арсена. Если бы это произошло еще месяц назад, я бы ни о чем не жалел. Я люблю вашу дочь. Я знаю. Что бы вы сказали, если я попросил у вас ее руки? А вам не кажется, что вы выбрали не совсем подходящий момент для предложения? Я фаталист? Губенко. Я, господин полковник. Орудие установите на высоте за церковью. Огонь по моей ракете. И чтобы ни одна партизанская мышь не ушла из деревни. Слушаюсь, господин полковник. Поручик. Но! Имущество экспедиции передайте в обоз. Господин полковник, оно исчезло. Как так исчезло? Спросите у хозяина, может быть, он его спрятал. Хозяин тоже исчез, господин Исчез? полковник. Этот вертеп сжечь. Слушаюсь. За мной!
Я невольно стал виновником вашей гибели. Видит Бог, я этого не хотел. Простите. Прощайте. Готовься. Ирония судьбы. 5 лет я ворочал эти камни и выжил. Отставить. Нет, не могу. Командуйте, ефрейтор. Довс. Пятака ты найдешь, Волжина! Прощай, Алеша! Стой! Стой! Не смейте! Слышите, не смейте! Ах ты! Доброе утро, инженер. Успел, однако. Господин полковник, в деревне никого нет, ни одной души. Вероятно, кто-то предупредил. Кто там? Мальчишка, дали сбежать. Передайте Губенко. Деревню сжечь. Слушаюсь. Ой, Где белые? ушли. А экспедиция где? Расстреливать повели. Куда? К сопкам. За мной! Митя, помоги! Тася в доме сгорит она! Беги! Не подняться, мне тяжело. Наверху она, скорей! Тася! Тася! Митька! Тася! Господи! Отец? Отец где? Жив! Жив, Аркадий Николаевич! Он мне даже вашу шляпу передал. Я ее вот схоронил. Митя! Кумарин! Где наши? Где? Неправда! Неправда! Кумарин! Ждите нас здесь! Ну что, инженер, пришла пора и рассчитаться? Да, вы спасли нам жизнь. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Поделиться по-христиански. Чем поделиться? Золотом, инженер. Золотишком. А у меня нет золота.
не криви душой. Не бери грех на душу перед святыми иконами. Я ведь имущество твое спас. Да, под самым носом у полковника забрал и схоронил. Только золотишка там нет. Спрятали куда? Если бы мы и нашли это золото, то оно все равно принадлежало бы не нам. А кому? Властей нынче много. А коли много, так и нет никакой вовсе. Так и поделитесь золотишком. Стыда у вас нету. Кабы не я, лежать бы вам сейчас на камнях заместо тех солдат. Ну ничего, терпеньем Бог не обидел. Подожду маленько. Может, одумаетесь. А не одумаетесь, силой возьму. Архипов! Архипов! Слушай, ваше благородие. Вон, видишь, лошадей на погосте? Иди. Да возле церкви. Ага. Ну вот давай. Чего? Орудие разверни, чего? А, слушай, ваше благородие. Может, нам уничтожить дневники и карту? Нет, нет. Мы должны их сохранить и передать Волжину. Что вы там ищете, Арсен? Аркадий Николаевич, дайте ваши бумаги. Мы доверим их охрану этому прекрасному человеку. Если я не ошибаюсь, Георгию Победоносцу. Огонь! Выходи, инженер. Ну? Я без него не пойду. Пойдешь. Можете стрелять. Леха! Николай! Не для того я тебя спасал, чтоб стрелять. Чего тебе? Бежи. Чем? Кушак сними, дубья башка. А ну давай. Ну, выдержи его. Не балуй, комиссар. Не водись, живей. Живей, говорю. А ну не возись. Живей, живей. Алис! Бежать! Аркадий Николаевич, скорее! Арсен, а вы? Уходите! Арсен, уходите быстрее! Бежать! Не двигаться! Лежать! Арсен! Уезжайте, Аркадий Николаевич! А вы? Уезжайте, я вам приказываю! Уезжайте, я вас догоню!
Аркадий Николаевич! Не уберегла вражья сила. Бог тебя наказал, Ефим, за жадность. Хоть бы дитё пожалел. Ты роди его сначала! Ефим! Золотишко мое ищешь. Покаж. Ты что ли насвистел, вошь вонючая? Ключи дай! Стой! Стой! Не трожь! Не трожь! Тася! Кирилл! 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 Отец жив, да? Он жив? Кирилл! Почему ты молчишь, Кирилл? Нет. Тася, я прошел через все. Унижение, каторгу, смерть, ты знаешь. У меня кроме тебя никого нет. Я пошел с вами не для того, чтобы искать золото для большевиков или для призрачной России. России нет. Кончилась Россия. И о золоте, которое мы нашли, никто не должен знать, понимаешь? Никто. Что ты за человек, Кирилл? Зачем ты об этом сейчас? Я обыкновенный человек. Просто я знаю, что такое золото. Нам повезло. Почему мы должны отдать его кому-то? Тася, твой отец, когда мы шли на расстрел, он благословил нас. Если ты любишь меня, Тася. Отец, он не умер, он жив, он не мог умереть, я найду его! Я найду его! Тася! Аркадий Николаевич. Аркадий Николаевич. Тихо. Митя, где Тася?
Жива, жива Тася. Церковь. Вторая икона слева. Найдите в Петрограде Волжина. Передайте. Аркадий Николаевич! Аркадий Николаевич! Вторая слева. Вот. Что с золотом будем делать? Боюсь я брать его с собой. Опасно. Зароем. Надежное место покажу. Поехали. Доберетесь-то как до Питера? Доберемся, Евдокия Петровна. Война кругом. Убьют, не дай бог. Ну, Господи, спаси и помилуй.